Всем привет! Сегодня у меня первая пересадка в большей емкости пеларгонии плющелистной и петуньи. Это у меня петуньи Опера Raspberry Ice, потом петунья Тайдал Red Velour, петунья Опера Supreme Blue. Почему я решила их пересаживать? Потому что я увидела, что растения прекратили свой рост. По-видимому, им мало грунта, мало питания. У петуньи уже появилась вторая пара настоящих листиков, поэтому, да, они еще такие хрупкенькие, нежные, но я их постараюсь аккуратненько пересадить в 50-граммовые рюмочки по одному. Сеяла я их, вот пеларгонии сеяла 20 декабря. Это им уже больше месяца. В это время они должны выглядеть лучше. Немножко замедлился рост, и поэтому я решила их пересадить в каждую емкость по одному. У пеларгонии и у петунии были уже подкормки. Уже я сделала 4 подкормки. Первая была подкормка кальциевой селитрой, потом энергеном. Вторая, третья подкормка двойным суперфосфатом и четвертая кальциевой селитрой. И после того, как я пересажу их, пройдет примерно дней 10, я еще раз подкормлю их кальциевой селитрой. Кальциевая селитра, она очень хороша для структуры тканей растения, усиливает рост, укрепляет растение. Это не учебное видео моего одного дня и моих растений. Набираю в стаканчики грунт. Грунт у меня универсальный, не утрамбовываю. Набрала, вот так немножечко притрусила, чтобы он немножко сел. Грунт, субстрат универсальный для цветов. И обязательно, чтобы были дренажные отверстия. Грунт у меня в пакете, он достаточно влажный. Вот я его сжала, и получился вот такой комочек. Поэтому сейчас при пересадке я проливать его не буду. Пролью после того, как уже пересажу туда цветочки. Вот так. Делаю такую луночку, немножко разгребая по сторонам грунт. И таким одноразовым ножичком, у меня это приспособление для вытягивания росточков, потихоньку вытягиваю росточки. Вот смотрите. Я смотрю, корешок должен быть немножко больше, поэтому нужно будет пролить или корневином, или энергеном. Ну, скорее всего, энергеном я пролью, потому что вот на данный момент ему нужно наращивание корней. Это еще не корни. Вот так опускаю до семядольных листиков, хотя уже здесь семядольные листики уже сухие. И вот так вот по бокам немножечко прихвачиваю растения. И сверху еще присыпаю. Не засыпайте точку роста, потому что из точки роста будут появляться новые листики. И вот так немножечко придавлю, чтобы выпустить воздух из грунта, чтобы не было воздушных подушек. Вот, уже одна пеларгония пересажена. Точно так же делаю вторую такую луночку. Сейчас посмотрим, какой корешок у второй пеларгонии. Вот, корешки, видите, они совсем маленькие. Значит, им здесь было недостаточно питания. Вот они потянулись, они выросли. Уже 2 пары настоящих листочков, а корешки очень слабые. Поэтому, чтобы помочь растениям, нужно будет подкормить подкормками для образования корней. Пеларгонии я уже все пересадила. Буду заниматься петуниями. Петуньи немножко сложнее будет пересаживать, потому что они совсем вот такие хрупкенькие, нежные. Так, начну с петуньи Тайдал Red Velour. Точно так же делаю луночку. Перед тем, как вытягивать из формочки петунью, я пролила грунт, чтобы он был не сухой, чтобы не порвать корни в сухом грунте. Сделала немножко влажноватый. Возьму все-таки ножичек. Они у меня сильно густо посажены, поэтому как-то тяжело вытягивать их. Нужно очень и очень осторожно. Малюсенькая крохотулечка такая. Вот, смотрите. Тоже маленькие корешочки, но тоже прекратили рост. Поэтому
постараюсь их пересадить аккуратно, чтобы не нарушить. Так, сейчас так стану, чтобы вам видно было. Так опускаю и немножечко прижимаю следующую. Я 3 дня назад пересадила уже петуньи. Там тоже тайдалы и серия опера. Когда я эти буду переносить на стеллаж, они у меня стоят на стеллаже, уже пересаженные с подсветочкой. Когда буду переносить на стеллаж эти растения, покажу вам те, что уже пересадила, как они себя чувствуют. Вот все удивляюсь. Смотрю блогеров, которые профессионально занимаются цветами. У них там 1000 цветов. И как-то все растут, все хорошо развиваются. Чем они их заливают, и, ну, я не знаю, или освещение, или температура хорошая. Тут несчастных 5 штук. Трусишься за ними, каждый день просматриваешь, каждый день рыхлишь. Невозможно вырастить такие, как у профессиональных блогеров. Ну, это, наверное, нужно знать хорошие технологии. Нужно брать, наверное, хорошее удобрение, хороший грунт, чтобы растениям было комфортно. А если берешь все, на свою пенсию не очень разгонишься, чтобы взять хорошее удобрение, хороший грунт. Берешь такое более-менее бюджетное все, то, наверное, все это сказывается, конечно, на росте растений. Но все равно в том году я точно так же занималась, точно так же высаживала цветы. И были в кашпо, все лето радовали. Хорошие были цветочки. Вот так аккуратненько, аккуратненько, чтобы не нарушить корешочки. Хорошо корешочек вышел. Здесь немножко побольше корешочки. Вот их, вот смотрите, такой уже побольше. В этой формочке их взошло всего 4. Наверное, больше места и более комфортно было развиваться, поэтому корешочки наросли побольше. Такой малюсенький, не схватишь. И сейчас немножечко так прижимаю, и будет расти дальше. Этот совсем малюсенький, но в этой формочке я уже его оставлять не буду. Уже раз пересаживаю все. Такой крохотулечка вообще маленькая. Перенесу его. Ой, такой манюський. Манюська вот такая. Очень люблю, когда много цветов. В том году у меня и кашпо были, и клумбы. Просто загляденье. Выходишь утром, солнышко светит, роса, аромат от цветов. Одни распускаются, на солнышке раскрываются. Другие росой покрыты. Это просто неописуемое зрелище. Я брала профессиональные семена, тайдалы и серии опера. И неплохо они взошли. Почти 100% всхожесть. Но брала всего по 5 семян. Ну, так как мне много не нужно. Только для того, чтобы... Для себя, в общем. Не на продажу, а для себя. И вот хочу... у вас, у подписчиков, у гостей моего канала узнать, или я одна такая больная цветами, или все так делают, как я. Вот я просыпаюсь утром, первым делом я иду, смотрю на всходы, на всходы своих цветов, на семена, проросли или нет. Летом просыпаюсь и первым делом иду к своим цветочным клумбам, кашпо, горшочкам цветочным, просмотрю все растения, потом уже начинаю заниматься домашними делами. Скажите, все такие цветоводы-любители или только я одна? Соседка у меня тоже любит цветы сильно.
И она, вот стоим, разговариваем с ней, она говорит: ой, у меня, наверное, уже болезнь этими цветами. А я же точно такая. Пересаживала я свои растения в грунт. Грунт не проливала. Вот какой он был в пакете, немножко влажный, такой он и остался. И после того, как пересадила все растения, я сейчас все растения пролью энергеном. Вот такой у меня энерген. Я его по капельке использую в таком этом. Буквально делаю на стаканчик малюсенькую капельку до цвета слабого чая. Размешаю. Еще можно капельку. Вот так. Чтобы сильно не переборщить. Я знаю, что напишут, зачем поливать растения, пересаженные сразу удобрением. Но, ребята, энерген – это не удобрение. Это природный стимулятор роста растений, роста и развития. Он помогает перенести стресс при пересадке. От энергена хорошо развивается корневая система и зеленая масса. И проливаю буквально по капельке. Я вот приспособила себе 10-кубовый, 20-кубовый шприц. И чтобы не перелить растения, не сделать ему там болото, сильно большую влагу, только для того, чтобы вокруг растения грунт немножко осел и втянул в себя растение. Я считаю, что проливать вот таким стимулятором роста, наверное, необходимо, потому что держать растения после пересадки, после стрессовой ситуации. Проливаю буквально по несколько капелек. Лучше потом через день пролить еще. Но чтобы не было болота, чтобы не было гнили, черной ножки и так далее. И сейчас я эти растения пересаженные буду переносить на стеллаж с подсветкой. Вот такой у меня стеллажик. И буду расставлять вот так растения. Сейчас покажу температура, какая у меня здесь. 21,6. Как раз комфортная температура для вот таких росточков. Да, я же вам еще обещала показать, петунии, которые пересаживала 3 дня назад. Сейчас вот они. Вот. Смотрите, хорошо себя чувствует. Проливала тоже энергеном после пересадки. Вот 2 формочки пересадила. Вот такой свет, что оно не очень видно. Ну, немножечко видно. Вот. Зелененькие, хорошие. Нормально. Развиваются, растут. Вот еще один покажу. Вот, смотрите. Хорошенькие. И пролила энергеном, точно так же пересадила. Сейчас хочу вам показать виолу, которую сеяла, уже видео выставляла. Вот она уже вот такая. Вот уже появляются настоящие листики. Ну, новых семян, вот которые взошли сразу дружно, вот они и растут. Новые не проросли. Ну, наверное, от семян, которые свежие, те проросли, которые не свежие, те остались сидеть в грунте. Потом еще хочу показать вам абриету, которую выращивала на салфетке. Вот, значит, вот это самая первая формочка, которую пересадила с салфетки. Потом досаживала новые, через 2 дня еще новые семена появились, проросли, я их досаживала. И вот сегодня
я пересадила еще салфетки с формочки, еще вот такие крохотулечки еще. Даже не вся формочка засажена. Потихоньку каждый день на салфетки всходят. Они стоят на подоконнике, салфетка с формочкой. Влажно я сбрызгиваю, чтобы верхний слой не был сухой. И вот так каждый день подсаживаю все новые и новые росточки. Вот как-то так. Вот эта петуния тоже у меня затормозилась в росте. Это лавина. Желтая, красная и, по-моему, розовая. Вот как-то она тоже тормозит в росте. Но еще ее пока пересаживать не буду. Пролила недавно биоглобином. Но еще жду. Еще немножечко. Хотя бы хоть по одному листику выпустит. Потом буду пересаживать по отдельным формочкам. Ну, а эти выставляю на стеллаж с подсветочкой. И вот так они у меня будут стоять, расти, прорастать дальше. Стеллаж у меня включен не круглосуточно, только утром и вечером. Примерно за день получается до 12 часов подсветка. На ночь выключаю, для того, чтобы растения отдыхали. На этом все. Кто оставался со мной, всем большое спасибо. Пусть у вас растения все растут, зеленеют, вас радуют, не огорчают. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.